Привет, мои дорогие диванные туристики! Я нахожусь на яхте, а это значит, что сегодня нас ждет захватывающая экскурсия по Красному морю. Чуть попозже я сделаю обзор этой замечательной яхты, которая старше меня, наверное, раза в 2-3. Опять же, немножко по ценам. Это экскурсия на остров Гифтун, морская. По обещаниям длится с 8 утра до 5 вечера. И стоила она мне меньше $15 на человека. По-моему, получилось, что в районе 13, опять же. Ну, купил ее, конечно, в центре Хургады, основательно поторговавшись. Обычные пираты причалили к нам. Те самые пираты, которые обычно подвозят чипсики, пивасик, по-моему, тоже там был. Да, там напитки я вижу. Как будто с собой это все взять нельзя. Но люди зарабатывают, почему бы и не дать им такую возможность. Плывем уже, наверное, где-то полчаса 40 минут. И объявлен остров, который будет минут через 10. На острове вас ждет, конечно же, подводная съемка с GoPro и небольшой обзор острова для тех, кто его еще не видел. Потом вернемся обратно на яхту, я сделаю обзор яхты и будет снорклинг, 2 остановочки. А вот так, ребятушки, выглядит встреча с дельфинами. Там есть дельфины, да, я их реально видел. И сразу быстренько налетела куча яхт, обступили этих бедных дельфинов и вот, наверное, распугали всех. Вот, кстати, там, где плавают люди, снорклят, там они и были. Их было видно над водой даже. Вот они, ребят. Может быть, сейчас увидим. О, есть дельфин. Вот он, видно его. Видно его даже, вот он, красавец. Ох, красота-то какая. Да, ребят, это он. И они не боятся этих лодок. Класс. Вода прозрачная, и его там видно, как он там плавает. Большое дельфинье тело. Класс! Вон они еще. Еще 2. Супер. Даже 3. Класс. А вот уже и сам остров. Как видите, огромное количество там яхточек. И будет забирать лодка нас с корабля и доставлять к берегу. В общей сложности путь до этого острова занял 1:20. Со всеми остановками, дельфинами и прочим. Самый интересный момент, когда вся эта яхта, куча народу набивает на вот такую вот маленькую лодочку и, покачиваясь, все плывут к берегу. Такое ощущение, скажу я вам. Ну, так примерно это выглядит. Как видите, все наши там 20-25 человек в одной маленькой лодочке. Водичка тут прям очень близко, иногда заливает даже сюда. Ну вот так мы близко, ребят, проплываем. Особенно мне нравится момент, когда все спускаются в воду, прыгают прям с лодки и таким образом доходят до острова. Там мелко. Максимум по колено, поэтому нормальный вариант. Ну что, водичка такая себе, прохладненькая. Ну и понятно, вроде как ноябрь месяц. Но это не помешает мне полезть в воду чуть попозже и сделать для вас красивую подводную съемку с супер кадрами. Что касается ощущений. Они прекрасные, потому что яхта хорошая, несмотря на то, что старая, она достаточно комфортная, ее практически не качает на волнах. И доплыли мы тоже относительно быстро, это, ну, со всеми делами, там, ну, 1:30, наверное, ну, максимум. Конечно, огромный минус — это туалеты на яхте, там не закрываются двери, там нету бумаги, там нету воды, нельзя смыть. Сам остров выглядит, конечно, нереально классно, очень красиво, практически как Мальдивы, такой же мягкий песочек. Есть, конечно, ракушки встречаются, но нужно смотреть, куда идешь, и все будет в порядке. Опять же, совершенно свободно можно гулять и без тапочек, и без кораллок, потому что мягкое, хорошее дно.
И постепенно оно так уходит вглубь. То есть можно даже искупаться хорошо очень. Поэтому, в принципе, с детьми едьте, приезжайте с детьми, тут как бы все нормально в этом плане. Вот, посмотрите, пожалуйста, на заднем плане там забор. Это часть острова, которая называется Paradise. Она только для тех, кто, собственно, этот Paradise заплатил. Получается, что на дорогой части Paradise расположены зонтики, которых на этой части нет, на дешевой части. Там расположена кафешка со шведским столом. И там, ну, хорошие туалеты более-менее. Здесь таких туалетов нету. Здесь вообще ничего нету, кроме пляжа. Опять же, что касается зоны и интернета. Если у вас карточка местного оператора, тут все прекрасно. Зона полная, интернетик есть, потому что вот там на заднем плане стоит вышка мобильная. Сейчас, ребятушки, пришло то самое время мне искупаться, а для вас посмотреть классные кадры со дна этого прекрасного Красного моря. Поехали! Небольшая поправочка, не такая уж вода и холодная. Я уже попривык, поэтому, ну, в принципе, норм. Плавать можно. Поехали на дно. Что, друзья, вот мы и вернулись наконец-то на наш катер и остались живы, и это хорошо. Поэтому самое время сделать маленький обзор этой яхты. Понятное дело, что здесь есть второй этаж с местным капитаном и с бортиками, возле которых очень удобно сидеть и закреплять полотенце. Как видите, места вполне хватает. Тут у нас всех человек, наверное, 20, может 25 даже, и все отлично размещаются. Но у нас есть еще первый этаж. Как видите, вид отсюда открывается шикарнейший. Можно все рассмотреть. Но да, ветер, ветер. Не скажу, что самый удобный сход вниз, но какой есть. Вот так, ребятушки, представляет из себя ланч на яхте, стаканчик колы. И вот, как видите, еда. Ну, для желающих еще рыбка, мясо. Более-менее ничего. Это у нас, друзья, второй этажик. И, кстати говоря, сразу, наверное, покажу вам, продемонстрирую туалет. Вот такой вот. Дверь не закрывается. Водички тоже нет. Ладно, идемте дальше. Там каюта с правой стороны, как видите. Тоже она там такая. Особо там места нет. Ну и потихонечку мы выходим на нос этой прекрасной яхты. И вот все это дело вот так вот выглядит снизу. В этом месте, где стою сейчас я, можно неплохо покосплеить Титаник. Видите, да, вот такая вот красота. Хотя, стоит отдать должное, яхта относительно старая. Как видите, везде пооблупилась краска, но это нисколько не мешает на ней отлично плыть. Но, конечно, идти по облупившейся краске, ну, такое себе ощущение. Да, очень сильный ветер, но это, в принципе, нисколько не мешает. Видите, мы обходим сейчас яхту с другой стороны по бортику, а там проходит снорклинг. Как видите, вот ребята занимают, плавают. Те, кто не умеет плавать, держатся за круг. Корма яхточки выглядит вот так вот, с двумя выдвигающимися лесенками, по которым удобно очень забираться обратно в лодку. Что касается внутренней каютки, она выглядит вот так вот. Здесь, кстати, был ланч. Вот так, ребятки, и закончилась эта экскурсия. Что по выводам, вы все видели сами. За маленькие деньги вы получаете классный морской круиз практически на весь день. То есть, ну вот, 4 часа вечера, 8 утра забрали. Супер. Море, яхта, остров, снорклинг, красота. Тише благодать. Отдыхайте за маленькие деньги и смотрите мои видео дальше. Всем пока!